Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 2 ноября. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также на какие моменты, события и знаки нужно обратить внимание, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Вам, друзья, это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная и важная информация. Итак, друзья, 2 ноября, и этот день в народе прозвали как Артемьев день. Даже в народе говорили, что в этот день рождаются люди, которые больше общаются с животными, чем с людьми, и их называли повелителями зверей. А вот в церкви сегодня вспоминают святого великомученика Артемия. Святой служил военачальником при равноапостольном Константине Великом. Воином он был выдающимся, имел множество наград за честную службу и отвагу в бою. Правитель ценил Артемия по достоинству и поставил наместником в Египте. Артемий многое сделал для христианства на новом посту, активно его распространял. Однако затем на престол взошел Юстициан и устроил жестокие гонения на христиан. Сотни верующих были казнены, и 2 епископов пытали за непреклонную веру в Бога. Артемий воспротивился и всенародно обличил императора в бесчестии. За это его пытали и казнили, а перед этим святой предрек Юлиану Отступнику кару за его злодеяния. И действительно, в битве чья-то невидимая рука ранила императора. Перед смертью он произнес следующие слова: «Ты победил, галилеянин». Известно, что в этот день наши предки ходили в церковь для того, чтобы поставить свечку преподобному Артемию и попросить у него исцеления от грыжи. После этого многие возвращались к себе в жилище и приступали к своим ежедневным обязанностям. В обязанности людей входила обязательная починка заборов, которые находились вокруг дома. Очень важно в этот день было укрепить свой забор. Нужно было отремонтировать его перед тем, как придут сильные холода. В народе говорили, что ближе к зимнему периоду к дому подбираются волки из ближайшего леса, которые запросто могут перелезть через забор. На Руси 2 ноября считали днем военачальников и атаманов. И дата пропитана воинским духом. По поверьям, на защиту того, кто родился в этот день, встает волчица. Именинник по натуре своей близок к лесу, к птицам и к зверью. А на улице к этой дате становилось уже все холоднее. Волки, испытывая голод, начинали подходить ближе к человеческому жилищу. Поэтому в старину на Артемия чинили заборы, укрепляли ограду, защищаясь тем самым не только от воров, но и от диких зверей. Потому что зимой все-таки волки опасны, так что они способны напасть. Кстати, раньше, если эти лесные звери подбирались к селу, звонаря просили звонить в колокол. Шум таким образом отпугивал волков. Также крестьяне перед сном обходили дом с небольшим колокольчиком и звонили в него. Этот маленький обряд тоже проводили для защиты жилья от диких животных. В крестьянских избах готовились к предстоящим суровым холодам. Готовили соленья, квасили капусту. Она считалась, что на Артемия больше сока дает. Делали и другие домашние дела. Считалось, что следует в этот день есть растительную пищу: орехи, овощи, фрукты, хлеб и мед. Пить старались наши предки только воду. К слову, вместо картофеля ставили на стол капусту, при этом в любом виде. По поверьям, лучше съесть как можно больше в этот день. Тогда считалось, что в доме будет царить мир, счастье и благополучие. Также обращалось внимание, что, друзья, в этот день в народе было принято молиться святому Артемию, чтобы он уберег от случайной смерти, а также от разных болезней. В храм несли посильные дары, часто это были именно продукты, а после выхода обязательно подавали нуждающимся, сидящим у церковных ворот.
по народным приметам, кто этого не сделает, тому не стоит и ждать благодати от Артемия. Считалось, что ребенок, рожденный 2 ноября, находится под опекой волчицей, поэтому обязательно на шею вешали волчий клык. Ребенок его носил, не снимая до совершеннолетия. После мог снять и хранить в потайном месте, чтобы никто к нему не прикасался и, конечно же, не украл. На Руси верили, что такой талисман защищал своего хозяина от всех бед. Кстати, существовало мнение, что люди, которые родились в Артемиев день, понимают язык животных и птиц. Ну, а женщины 2 ноября квасили капусточку, которую зимой подавали с клубнями разваренного картофеля. Это была главная еда для крестьянина в холодные зимние дни. Капусту не только ели, но проводили с ней магические ритуалы. Так для стабильного материального положения с овощами квасили и денежную купюру. Итак, что делали? Брали морковь, капусту, соль, можно было еще добавить другие ингредиенты, главное, чтобы их было не меньше 3. Также важное условие, чтобы овощи не оставались после засолки, иначе ритуал не получится, поэтому нужно все было тщательно рассчитать. Далее выбиралась самая крупная купюра, какая есть только в доме. Нужно было завернуть ее в бархатную или атласную ткань, а затем положить в соль, впоследствии использовать для закваски. И она должна была пропитаться энергией денег. Через пару часов купюру нужно было вынуть и положить в ткань в тарелку, а сверху поставить емкость с приготовленной для квашения капусты. При этом нужно было сказать важные слова, и купюра должна была лежать до тех пор, пока капусточка не будет готова. И с первой ложкой съеденной капусты нужно было сказать магические слова. Далее эту купюру старались не тратить в течение 40 дней, так как если сделать это раньше, то появлялась угроза, что ритуал просто не сработает. Согласно народным приметам, молодые, которые заключили брак 2 ноября, в Артемиев день проживут несчастливую жизнь, полную разочарований и обид друг на друга. Поэтому и говорили на Руси, что нельзя 2 ноября играть свадьбу, хотя в целом месяц ноябрь вполне благоприятен для заключения брака. Если же обстоятельства складываются таким образом, что свадьбу, назначенную на Артемиев день, никак нельзя перенести на другую дату, то молодым надо в обувь положить по камушку. Жениху и невесте нужно было походить так какое-то время, чтобы камушки в обуви стали самым большим препятствием в их семейной жизни. 2 ноября нельзя было и рисковать, так как риск в этот день может обернуться тяжелой травмой. Лучше сегодня помолиться о защите от различных болезней. Святой Артемий Антиохийский обязательно услышит молитву и поможет. Также сегодня было запрещено посещать кладбище после захода солнца. Считалось, что тот, кто нарушит данный запрет, навлечет на весь свой род неудачи или даже смерть одного из членов семейства. Также 2 ноября по народному календарю нельзя было есть картофельные блюда. Сегодня на столе должна была быть только капуста. При этом это могла быть и тушеная, и жареная капуста в салатах, а также квашеная или соленая. Считается, что чем больше блюд из этого овоща будет съедено 2 ноября, тем счастливее и здоровее будет человек, а в его доме поселится благополучие и мир. Также 2 ноября нельзя оставлять незавершенные дела. Если же так сделать, то в следующем году ничего не будет складываться. Кстати, за новые проекты на Святого Артемия тоже приниматься не рекомендуется. Запрещалось, чтобы на 2 ноября забор вокруг дома, ворота и входные двери были поломанными или, возможно, с какими-то дефектами. Их надо было обязательно починить. Тот, кто не послушается данного совета, столкнется не только с семейными проблемами, но и с денежными. По народной примете все запасы уйдут через поврежденный забор или через дверь.
Не стоило 2 ноября и вытряхивать подушки, одеяло, покрывала и матрасы. Вместе с пылью, иначе исчезнут счастье и удача. По народным поверьям, рожденные в этот день люди обладали талантом общения с животными, и считалось, что их охраняет мать-волчица. Также люди, рожденные в этот день, считаются настоящими победителями и готовы достигать своих целей, несмотря на любые трудности. Конечно же, у таких людей есть определенные недостатки. Довольно часто люди, которые рождены в этот день, отстаивают свою точку зрения и идут на конфликт, даже понимая, что их оппонент прав. А в качестве талисмана и оберега людям, рожденным 2 ноября, лучше всего подходит красная яшма. Друзья, вот такой у нас с вами день 2 ноября по народным приметам и народному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.